Всем привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша. Сегодня я вам покажу технику нанесения вот такой декоративной штукатурки. В этом видео вы узнаете, как можно украсить стены своего дома в такой технике, используя самые простые материалы. Как я и сказала, в этом видео будем использовать простые материалы, поэтому для создания фактуры я выбрала гипсовую штукатурку. Для начала ее необходимо замешать. Добавляю сухую смесь в воду. Вместо гипсовой штукатурки можно использовать цементную, плиточный клей или обычную шпаклевку. Пересыпала и хорошо ее размешиваю в воде. Необходимо размешать смесь так, чтобы в ней не было комочков. Если же комки остаются, то можно дать смеси пару минут постоять, а потом еще раз хорошо перемешать. Если работаете с гипсовыми материалами, то не замешивайте сразу большое количество, иначе штукатурка начнет подсыхать в ведре, и эта смесь будет уже непригодна. Размешала хорошо штукатурку. Далее беру кельму и набираю на нее небольшое количество материала при помощи шпателя. Если штукатурка слишком густая, можно добавить в нее еще немного воды. Набрала немного материала и приподнимаю его вот таким образом. Делаю легкие и очень частые касания, чтобы заполнить побольше пространства стены. Если материал начинает сложно отпечатываться, то его необходимо еще раз обновить на шпателе. То есть точно так же убираю штукатурку, а потом ее слегка приподнимаю. И штукатурка снова хорошо отпечатывается. Обязательно вращайте кельму в руке, чтобы получать более хаотичный отпечаток. Также можно возвращаться к уже нанесенным местам и еще добавлять рельефа. Очищаю хорошо кельму, беру распылитель с водой, смачиваю поверхность и приглаживаю. Разглаживаю в разные стороны. Сначала с небольшим нажимом, потом делаю нажатие сильнее. Главное – двигаться кельмой в разных направлениях, чтобы узор получался хаотичным. Перехожу к следующему участку. Можно также кельму слегка смочить, чтобы меньше штукатурка к ней приставала. Все достаточно легко, просто и быстро делается. Разгладила нанесенные участки и продолжаю нанесение. В углу делаем аккуратно. Сначала на одной стене, потом делаем переход на соседнюю сторону. Не забываем вращать кельму. Так получится рисунок более интересный, более плавный. Нанесла еще участок, беру распылитель с водой, смачиваю поверхность и еще раз приглаживаю. Делаю сначала легкие движения в разные стороны. Потом давлю посильнее. От угла сглаживаю в одну и в другую сторону. Вниз отвожу и вверх. Доделала последний участок, далее возвращаюсь к уже нанесенным местам и еще раз все приглаживаю. Стараюсь выровнять все островки, чтобы они были как можно более ровными и гладкими. Вот от таких мест мы избавляемся именно тогда, когда штукатурка подсыхает. И можно легко разгладить эти места, чтобы не было никакой борозды и царапин. После того, как пригладила второй раз всю поверхность, оставляем ее до полного высыхания в течение суток. После полного высыхания штукатурки ее необходимо окрасить. Я это буду делать черной глубоко матовой краской. Вы же выбираете тот цвет, который вам больше всего подходит. Чтобы прокрасить рельеф фактуры, валик лучше всего использовать со средним либо с длинным ворсом. Валиком необходимо двигаться в разные стороны, чтобы не оставалось непрокрасов. В этом варианте нанесения не обязательно использовать моющуюся дорогую краску. Достаточно будет самой простой, так как мы все равно ее будем защищать лаком. Для удобства работы в углах, стыках с потолком и других труднодоступных местах можете работать небольшой кисточкой. Кисть выбирайте шириной в 3-5 см, с искусственной либо со смешанной щетиной. С краской закончили, и пока она сохнет, сделаем самодельный декоративный лессирующий воск. Для этого буду использовать глянцевый акриловый лак и вот такую пудру. Эта серебристая пудра очень мелкая и поэтому хорошо размешивается в лаке. Размешала и добавляю в лак разведенный обойный клей. Клей я использую для флизелиновых обоев, но подойдет и для бумажных. Пропорции 1 к 2. Одна часть лака и 2 части клея. То есть, к примеру, на 1 литр лака идет 2 литра обойного клея. Хорошенько все перемешала и переливаю воск в ванночку. У нас получился красивый серебристо-серый цвет.
Для нанесения подобного воска, как обычно, использую валик и водосгон. Начинаю сам процесс с угла. Нужно стараться распределить материал равномерно. Наношу его не очень толстым и не очень тонким слоем. Расход самодельного воска при нанесении на подобную фактуру примерно 100-120 мл на квадратный метр. Распределила материал и убираю его с вершин фактуры при помощи водосгона. Наношу еще небольшой участок и сразу сгоняю излишки воска с вершин. Двигаюсь скребком в разных направлениях. В этой технике нанесения я наношу воск прямо на краску. В других вариантах краска сперва покрывается лаком, а уже потом применяется самодельный воск. С лакированной поверхности он легче сгоняется скребком и оставляет на вершинах меньше пятен в местах стыков. С этим закончили, и после полного высыхания воска приступаем к окрашиванию вершин. Делать я это буду при помощи той же самой черной краски. Также потребуется целлюлозная губка и кисть. Кистью наношу на губку небольшое количество краски. Вот таким образом. И очень легкими движениями начинаю окрашивать вершину фактуры. Сильно давить на губку не надо, иначе можно закрасить углубление. Наша задача не полностью перекрасить всю поверхность вершин, чтобы они были очень черными, а избавиться от серебристых пятен, которые остались после воска. Таким образом мы можем получить более равномерное покрытие и красивое подчеркивание рельефа. Вершины все окрашены, и сейчас можно нанести защитный слой лака. Я буду использовать глянцевый паркетный лак. Наносить его буду при помощи валика со средним ворсом. Лак необходимо наносить очень тонким слоем, чтобы не оставалось белесых пятен. Нанесла небольшую площадь и хорошо его раскатываю. Лак необходимо наносить очень аккуратно, чтобы не было белесых пятен. Если где-то они остаются, то нужно к этим местам возвращаться и еще раз прокатывать валиком. Я использую глянцевый лак, так как хочу добиться хорошего блеска вершин нашей фактуры. Если глянец вам не нужен, то для создания защитного слоя используйте супер матовый лак. И этот же матовый лак добавляйте при создании самодельного воска. Пока лак сырой, он имеет белесый цвет и хорошо видно, где он был нанесен, а где нет. Да и все потеки, которые нужно разбить валиком, хорошо заметны. В углу работаем валиком аккуратно, чтобы не поцарапать соседнюю стену. Лучше тут наносить лак при помощи кисти. Лак я нанесла в 3 тонких слоя и оставляю его до полного высыхания в течение недели, чтобы потом его заполировать. Если же вы полировать его не будете, то достаточно 1-2 слоев для хорошей защиты поверхности. Прошла неделя, а это значит, что лак хорошо высох, и сейчас его можно заполировать. Начинаю полировку с 500-го зерна и далее иду на уменьшение. С полировкой закончили, получившимся результатом я очень довольна. Используя бюджетные материалы и самый простой инструмент, можно создать крутой декор стен, и теперь вы знаете, как это сделать. Можно выбрать любой цвет, который хотите, и сделать декор супер глянцевым или матовым. Это решать вам. Я уверена, что в этом видео вы нашли для себя интересную идею создания декоративной штукатурки и получили заряд мотивации к началу творческой работы. А это главное. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!